Что делать, когда стресс мешает работе? Ну, во-первых, что такое стресс? Стресс, в первую очередь, это изменение биохимии тела. То есть выделение адреналина и прочих гормонов, которые меняют биохимию, и у человека включаются типичные реакции: бей, беги, замри. Поэтому, когда мы говорим о техниках, как справляться со стрессом в момент, когда вы его чувствуете, это очень во многом техники, которые работают с телом. То есть мы справляемся через тело со стрессом. Понятно, что дальше это уже вопрос терапевтической работы, психоаналитической работы. Почему вы так остро реагируете, каким образом так создается, да, ваша внешняя реальность, вы так ее создаете, что там миллионы вещей сразу на вас наваливаются, миллионы дел и прочее. Но это уже потом. А сегодня видео о том, как в моменте справляться. Вот вы чувствуете этот стресс и как быть, да, как вернуть себя в нормальное продуктивное состояние. Значит, пункт первый. Да, 3 реакции: бей, беги, замри. Если у вас стресс проявляется через бей и беги, то это в условиях современного офиса выглядит так. Да? Вы начинаете делать миллион дел одновременно, за все хвататься. Тут вот один телефон, тут другой рукой пишете имейл, тут еще что-то, в голове уже прокручиваете презентацию, которую вы через час должны сделать. И вот все это, да, у вас такое ощущение, что вы сейчас лопнете от всего этого, вас просто разорвет. Вы можете буквально физически бегать, там быстро по своему кабинету ходить и так далее. То есть это ситуация, что такое бей, беги, да, это ситуация избытка энергии, когда вы чувствуете слишком много энергии, и ваше тело буквально не может эту энергию в себе удержать. И что тогда важно? Пункт первый: дать этой энергии выйти из вас. Например, это может быть бег, быстрая ходьба, это может быть какой-то, знаете, начать кричать громко, или петь, или танцевать как-то, да, то есть тело должно освободиться от этого избытка энергии. Вы можете мне здесь сказать, что, слушайте, ну я сижу в офисе, у меня и так миллион дел, я еще полчаса буду танцевать, ну как это вообще, это невозможно. На что я вам отвечу? Смотрите, это вопрос не... Знаете, как раньше говорили, что автомобиль это не роскошь, это средство передвижения. Так вот, те рекомендации, которые я даю, это не роскошь. Это не значит, ой, все, работа не важна, я буду про себя думать. Нет, это не роскошь, это средство хоть как-то вернуться в нормальное продуктивное состояние. Потому что если вы это не сделаете, вот из этого раздерганного состояния вы примете самое худшее решение, которые повредят вам, повредят компании, в которой вы работаете, клиентам вашим и так далее. То есть это будут худшие решения для всех. Поэтому с точки зрения вашей любви к работе, заботы о компании, где вы работаете, или если вы руководитель, то это про ваших подопечных, да, про вашу команду, нужно дать этой энергии выйти. В мире животных, да, есть, кто, может быть, любит смотреть всякие передачи о животных, там об этом рассказывают, многие исследования на эту тему проводили, что когда животное в дикой природе попадает в ситуацию стресса, то есть, что такое для дикой природы ситуация стресса? Это ситуация угрозы жизни. Вот за каким-то животным гонятся хищники, вот чуть он не погиб. Это стресс. Потом, для животного это стресс. И когда уже миновал стресс, животное делает следующее. Животное начинает трясти вот так сильно всем телом. Да? И после этого, таким образом выходит стресс, после этого животное возвращается в норму и счастливо дальше живет. Если вдруг вот этого ритуала тряски этой не произошло, что дальше будет? Дальше животное погибает в течение нескольких дней, как правило. Почему? Потому что вот этот стресс, оставшийся в теле, он блокирует инстинкты, и животное хуже чует, да, где хищник, где хорошая еда, где нужно спрятаться, где нужно бороться и так далее. Все, животное разрывает контакт с собой, вот со своей глубинной вот этой чуйкой, мудростью глубинной. Все, и
выжить невозможно. И у нас людей та же история. Стресс разрывает связь с вашей интуицией, с вашими способностями, с вашими талантами, и вы принимаете самые худшие решения. Поэтому первое, это найти время, иногда это 5 минут, 10, каким-то образом выпустить этот пар. Вот. Второй момент, когда это произошло, обратите внимание на дыхание и попробуйте осознанно дышать глубже. Только тогда, в моменте, когда еще в теле очень много вот этой энергии, это не получится. Когда выбросили, тогда можно чуть глубже подышать осознанно, так, чтобы вдох у вас задействовал грудную клетку и живот. Можно добавить какие-то внешние внешние вещества по типу мяты в чай и так далее, которые тоже немножечко, да, седативное такое действие оказывают, да, это тоже работает в комплексе. Следующий момент, вот когда тело вы чуть-чуть собрали, дальше уже можно переходить к таким упражнениям, которые работают с психикой. Первое упражнение – это одно дело в единицу времени. Вот это обязательно. Это и профилактика стресса, и способ справиться со стрессом в моменте. Одно дело в единицу времени. Вы можете мне сказать, как же так, у меня же тут телефон разрывается, тут начальник требует, тут другой начальник другое требует и так далее. Вот, понимаете, есть, да, вот какие-то внешние вещи, но, опять же, если это нормальный начальник, он вас услышит. Потому что это, еще раз, это не альтруизм, это его благо. Если сотрудники будут делать одно дело в единицу времени, его компания будет расти и процветать. Поэтому, если ваш начальник этого не понимает, то, может быть, стоит поискать другого. Вот, сейчас, благо, выбор есть. Но чаще всего, да, это нам так кажется, вот, а как я не отвечу, а тут ребенок, мне все, да, то есть как будто бы есть фантазия, что другой человек не может даже там полминуты подождать, он без меня развалится. Да, это в терминах профессиональной психологии называется такой синдром спасателя, когда я не могу как будто бы заставить другого чуть-чуть подождать, из-за этого я, да, хватаюсь за все подряд. Вот, поэтому одно дело в единицу времени, причем одно дело имеется в виду и в голове. Да? Когда вы делаете, например, отчет, а в голове думаете про презентацию, которая будет через 2 часа, это тоже 2 дела в единицу времени. Вот. Одно дело в единицу времени. Это требует немножечко такой дисциплины ума, но это то, что принесет очень ощутимые результаты в виде спокойствия и в виде супер повышения эффективности вашей работы и качества вашей работы и вашей удовлетворенности от процесса. И второе упражнение, это упражнение, когда вам кажется, что, боже, столько всего, я все это не успею, и то, и то. Представьте на несколько секунд, что все вот эти дела, которые сейчас у вас открыты, как, знаете, программы на компьютере запущены, они завершаются. В какой-то момент они завершатся, слушайте, не бывает дел, которые никогда не завершаются, да, и вы можете по своему прошлому опыту увидеть, что казалось, боже, например, какие-то, не знаю, большие проекты, там, ремонты в квартирах, все когда-нибудь завершалось, да, и вот это чувство, когда, знаете, завершается все, хорошо, да, вот такой целостность. Часто, когда я с клиентами работаю, они говорят, что вот я прошу их, да, представить дела завершенными, вот просто на 1 секунду, как это по ощущению. Они видят что-то в форме круга, да, потому что, действительно, круг психически это символ завершенности, целостности, да, вот раз и все сошлось, все хорошо. И вот это такое на секунду погружение в это состояние, оно бывает очень-очень успокаивающим и целительным, и настраивающим ваш мозг на поиск правильных, нужных решений. Да?
Я для себя, когда это упражнение делаю, я вспоминаю, вот у нас, когда я еще была маленькая, жила в родительском доме, у нас каждая суббота это были уборки, ну, я думаю, как у многих советских семей, вот, и вот это утро субботы, она начиналась с того, что все в доме начинало быть не на местах, оно растаскано, знаете, вот миллион каких-то процессов открыты, тут моется пол, тут там пыль вытирается, там еще что-то, и вот все оно такая как разбалансировка, да, и потом в субботу вечером все вставало на свои места. Я так любила эти субботние вечера, потому что они раз как будто бы все эти процессы закрывались, да. И вот чем больше, да, мы создаем в своей жизни, тем больше у нас открытых этих процессов, и тем меньше, условно, субботних вечеров, где все завершается, да. Но это вопрос внутреннего состояния, да. Понятно, что если у вас большой бизнес или неважно, да, там много детей, большая семья, у вас всегда есть эти открытые процессы, и они, если мы вот в этом постоянно живем, у нас есть стресс, но вот здесь вопрос про то, как и жить с этим, и при этом давать себе внутри этот отдых, да, вот это ощущение завершенности, оно очень важно для психики. Вот для этого мы празднуем, например, да, закончили университет, отпраздновали, закончили проект какой-то на работе, отпраздновали, там, день рождения мы празднуем, поэтому, да, как завершение некого цикла. Вот это очень важное ощущение для психики. И в момент стресса пробуйте себе его давать, да, просто вот представляя, да, как это. Еще раз, вам не нужно представить в деталях, что вот этот отчет будет так выглядеть, а вот та презентация вот так. Нет, это ощущение. А как это, когда раз и есть вот эта завершенность. Вот, это что касается реакции бей-беги. Если у вас реакция на стресс «замри», то вы будете переживать стресс как такую свинцовую тяжесть, как то, что нет возможности даже, не знаю, мизинчик поднять, не то, что там в голове чем-то пошевелить. То есть это ситуация, когда вот эта вся бурная энергия загоняется внутрь тела и начинает давить на тело. И буквально это может переживаться как давление на голову, вот чувствуете, да, вот здесь, там может быть на переносицу давление и так далее. Вот такая свинцовая тяжесть. И здесь на самом деле алгоритм выхода примерно тот же. Первое это физическая активность. Да, которая, если в первом случае физическая активность поможет телу расслабиться, то здесь физическая активность поможет телу взбодриться. И дальше, в принципе, та же история, она аналогична. Вот. Это то, что касается каких-то техник в моменте стресса. А потом, конечно же, не лишне, очень полезно будет поработать там с психологом или с каким-то специалистом, кто поможет вам разобраться, почему так выстраивается ваша жизнь, а не по-другому, то есть с какими-то глубинными причинами, которые создают вот такую внешнюю реальность, где есть много стресса.